Вот вы когда-нибудь слушали музыку в зрительном зале? А чувствовали ли вы, слушая хай-энд систему, что музыканты просто материализуются в вашей комнате? Это ощущение жизни, воздуха, энергии, упругой полноты звука, оно не объясняется простым словом «чистота». Или вы наверняка замечали, что, имея качественный ЦАП, получая сигнал с дорогого CD, аналоговой записи или DSD, вы не ощущаете себя в концертном зале. Почему? Что ускользает от аудиостандартов и от нашего слуха? И сегодня речь пойдет о некоторых элементах этой самой неуловимой разницы, за которую мы боремся и которую мы сегодня назовем по имени. Всем привет! Я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. И я, Элеонора. Мы здесь, чтобы препарировать не просто звук, но саму его философию. И если вы с нами, значит, вам не безразлична тайна идеального звучания. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. И ближе к концу вас ждет бонус – ответ на тот вопрос, которым вы наверняка интересовались, но не знали, у кого спросить. А теперь поехали! Итак, сегодня мы погружаемся в область, которая для большинства звукоинженеров и объективистов от аудио заканчивается на 20 килогерцах. Но для нас, меломанов, аудиофилов и пытливых исследователей, она может продолжаться. Речь пойдет не только о гармониках, обертонах, но и о той самой загадочной части звукового спектра, которая находится за гранью слышимого. Это один из самых глубоких вопросов в нашей области, и ответ не черно-белый. Он лежит на стыке физики, аудиологии и нейронауки. Сегодня мы будем отделять научно подтвержденные факты от гипотез и будем говорить о том, как эти теории воплощаются в жизнь. Отлично. Давай начнем с самого фундамента. Слышимый диапазон. Что такое гармоники и как они формируют тембр? Хорошо. Прежде чем говорить об ультразвуке, нужно понять, почему гармоники вообще важны. Любой музыкальный звук состоит из основного тона. Это то, что наш мозг определяет как высоту ноты. А также состоит множество обертонов, частот, звучащих выше. И если эти обертоны кратны основной частоте, они называются гармониками. Вторая, третья, четвертая. Да, и именно соотношение громкости этих первых слышимых гармоник, их амплитуд, является отпечатком пальца инструмента. Это то, что создает тембр. Вспомните синусоиду, чистый тон без гармоник. Она звучит стерильно. Или взять, например, разницу между прямоугольной и пилообразной волнами в синтезаторе. Разные формы волны, разный набор и интенсивность гармоник и совершенно разный тембр. Идеальный пример. Прямоугольная волна содержит только нечетные гармоники, что придает ей полый, резкий, кларнетоподобный звук. Пилообразная – все гармоники, и она звучит ярко и насыщенно. А в акустических инструментах все еще сложнее. Например? Возьмем фортепиано. Струны из-за своей жесткости издают негармонические обертоны, особенно в верхнем регистре. Именно эта неидеальность и придает фортепиано его богатый характерный тембр. Если бы обертоны были идеально гармоническими, рояль звучал бы неестественно и скучно. То есть, чем богаче спектр и выше доля гармоник в верхней части диапазона, тем лучше? С точки зрения тембра – да. Но самое поразительное – это феномен пропавшего основного тона. Наш мозг вычисляет частоту основного тона из интервалов между гармониками. Если мы играем ноту с основными частотами, скажем, 100, 200, 300 Гц,
а затем убираем 100 Гц, мы все равно продолжаем слышать ноту, соответствующую 100 Гц. Наш мозг ее додумывает. Именно, он анализирует разницу частот гармоник 200 минус 300, 300 минус 400 и понимает, что все они кратны 100 Гц. Это показывает, насколько наше восприятие – это активная интерпретирующая деятельность, а не просто пассивный прием частот. Это мощный аргумент в пользу того, что целостность информации важнее, чем просто ее присутствие. И вот тут мы переходим к тому, что может разрушить эту целостность. Если мы говорим о целостности, то это не только набор частот, но и их временная организация. Объясни, почему фаза, то есть согласованность обертонов по времени, так критична для реализма. Фаза – это, по сути, временной штамп звука. Это то, как все гармоники, из которых состоит тон, начинаются и развиваются одновременно. Представьте, что основной тон и обертоны – это бегуны. Если они стартуют в разное время, то есть фазовые соотношения между гармониками нарушены, наш мозг получает смазанную картину. И мы теряем атаку, ту самую резкость удара по струне или барабану. Точно. Атака — это самый первый, самый короткий момент звука, который несет максимум информации о тембре и расположении источника. Наш мозг крайне чувствителен к этим микроскопическим задержкам. Если фаза нарушена, мы теряем ощущение пространства, глубины и энергии. Звук становится размытым и безжизненным. Теперь перейдем к моменту, который отрезал нас от ультразвука. Цифровая запись. С появлением CD мы, по сути, наложили на звук фильтры, цифровые и аналоговые. Почему стандарт CD на частоте 44,1 кГц стал таким барьером? Исторически это был компромисс между теорией и реальностью. Теорема Найквиста-Шеннона говорит, что частота дискретизации должна быть как минимум вдвое выше самой высокой записываемой частоты. Чтобы записать предельно слышимую людьми частоту 20 кГц, достаточно 40 кГц. Ввели небольшой запас полосы, получили частоту дискретизации 44,1 кГц. Для фильтра, без которого не обойтись при переходе из цифры в аналог, и обратно. Стоит помнить, что во время появления CD вычислительные ресурсы были более чем скромными, и 44,1 кГц на 16 бит было совсем немало. Да, взяли запас полосы, чтобы избежать искажений и наложений частот, так называемого алиасинга. Приходится использовать этот антиалиасинговый фильтр. Это и есть самая большая проблема. Чтобы фильтр, срезающий все выше 22 кГц, работал быстро и резко, как кирпичная стена. Brick-wall фильтр. Он должен быть, выразимся так, агрессивным. Агрессивный фильтр неизбежно вносит увеличенные фазовые искажения, то есть сдвигает гармоники относительно друг друга еще в слышимом диапазоне. Это в основном относится к аналоговым фильтрам и к цифровым, работающим в режиме реального времени – Zero Latency, цифровым с нулевой задержкой между входом и выходом. Увеличивается и еще так называемый звон фильтра – ringing, о котором мы рассказывали в видео по ссылке в описании. Таким образом, стремление сохранить спектральную частоту сигнала в реальном времени может привести к искажению временной структуры, к которой мозг особенно чувствителен. То есть мы срезали неслышимое, чтобы избежать алиасинга, но при этом исказили то, что слышим. Да, это как раз наш главный аргумент в хай-фай сегменте. Звук становится чистым, потому что обрезаются потенциально проблемные ультразвуковые парциалы. Но он может стать все равно не совсем чистым, потому что нарушается временная организация слышимых гармоник. Нарушается та самая атака, глубина и воздух из-за такой фильтрации. Это относится и к аналоговым фильтрам, и к цифровым, для которых в зависимости от частоты
меняется время прохождения через фильтр или минимальная групповая задержка между входом и выходом фильтра. Ты упомянула слово «парциалы». Для наших слушателей, которые привыкли к термину «гармоники», давай внесем ясность. Что такое парциалы и почему этот термин точнее? Это ключевое различие. Гармоники — это частоты, которые строго кратны основной частоте x2, x3, x4. Парциалы — это любые частотные составляющие музыкального звука, независимо от того, кратны они или нет. Вспомните фортепиано, которое мы обсуждали. Из-за жесткости струн оно порождает негармонические парциалы. Парциалы — это полный состав звука, включая основной тон и все частотные составляющие, как гармонические, так и негармонические, то, что мы обычно называем обертонами. Резкая фильтрация. Вот она возможная причина, по которой часть аудиофилов считает звук с CD плоским или стерильным. Значит, переход к высоким частотам дискретизации 96-192 кГц — это попытка отодвинуть этот проблемный фильтр подальше от слышимого диапазона, сделать его менее агрессивным. Именно так. Чем выше частота дискретизации, тем плавнее может быть фильтр, и тем меньше он влияет на фазу в области до 20 кГц. Но это решает только часть проблемы – проблему искажения фазы. Остается вопрос, а что, если сами ультразвуковые обертоны важны? Давайте углубимся в самую, скажем так, магическую часть нашей беседы. Теория, что для полной передачи всех призвуков требуется до 8-кратного увеличения частоты. Если мы говорим о звуке до 20 кГц, то 8-кратное увеличение — это 160 кГц. Откуда взялась эта цифра и что такое hypersonic эффект? Важно уточнить, вот эта идея о 8-кратном увеличении не физическое правило, а скорее аудиофильская гипотеза, не подтвержденная исследованиями. Также известна работа группы ученых, включая Цутоми Ахаши, еще в 90-х. Они исследовали, как мозг реагирует на музыку, содержащую частоты выше 20 кГц. Они назвали это hypersonic effect. Ссылку на результаты исследования смотрите в описании к видео. Ученые под руководством Цутому Ахаши действительно заметили, что мозг реагирует на музыку, в которой есть очень высокие частоты, выше 20 кГц. Когда участники слушали такую музыку, приборы фиксировали изменения в мозговой активности. Появлялись волны, связанные с расслаблением и концентрацией, и усиливалось кровообращение в слуховых зонах мозга. Мне кажется, это исследование содержит много тонких моментов, достойных отдельного видео. Здесь мы рассмотрим его кратко. Значит, они слышали выше 20 кГц? Здесь важно понимать, люди не слышали эти ультразвуки как звуки. То есть мозг как-то реагировал, но осознанного восприятия не было. Это не сверхслух, а скорее тонкая физиологическая реакция. Эффект наблюдался только при воспроизведении в естественной акустической среде, через колонки с полным диапазоном, но не через наушники. И каков был их главный вывод? В то время как сами ультразвуковые компоненты не вызывали слуховых ощущений, то есть не регистрировались как звук, их присутствие приводило к изменениям в активности мозга. В частности, активировались области, связанные с эмоциями, комфортом и расслаблением. В одном из экспериментов испытуемые, которые слышали музыку с ультразвуком, описывали ее как более богатую, объемную и реалистичную. Речь идет о субъективном восприятии. Это поразительно. То есть мы говорим не о слуховом восприятии, а о неслуховом, соматическом влиянии. Одна из обсуждаемых гипотез предполагала возможность косвенного восприятия через вибрационные пути, например, костную проводимость, однако это не получило подтверждения. Последующие независимые эксперименты не подтвердили наличие устойчивого гиперзвукового эффекта, поэтому его рассматривают скорее как интересный феномен, чем доказанный факт. Итак, в реальной жизни
ультразвук генерируется музыкальными инструментами в природе, например, тарелками или флейтой. Те самые инструменты — рекордсмены. Некоторые исследования фиксировали спектральные компоненты скрипок и тарелок вплоть до 40-80 кГц при измерении вблизи инструмента. На расстоянии более 1 метра эти компоненты обычно ослабевают до уровня шума. Можно предположить, учитывая вышесказанные замечания, что звук кажется нам реалистичным и энергичным именно потому, что он целостный. А вот теория 8 раз частоты – это скорее технический идеализм. Расшифруй. Если мы хотим захватить все значимые гармоники для любого музыкального инструмента, который может воспроизводить ноты, скажем, до 5 кГц, а это уже очень высокий предел для основного тона, нам нужно захватить его гармонический хвост до предела слышимости и чуть выше. Но когда речь заходит о частотах выше 100-150 кГц, это уже не практическая необходимость, а стремление аудиофилов к максимально детальной передаче звукового поля. Желание зафиксировать и передать мельчайшие детали, чтобы исключить любую возможность потери. Стремление к абсолютной верности оригинальной звуковой волны. В поиске идеальной верности звука и кроется философия Audiophile Inventory. Разработчик Юрий Корзунов говорит о том, что частота сигнала — это не только отсутствие шума, но и отсутствие конфликта частот. Он выделяет проблему интермодуляционных искажений, IMD, и это связано с ультразвуком. Да, связано. И это один из ключевых моментов, который переводит разговор из плоскости гипотез в плоскость инженерии. Даже если ультразвук не слышен, он физически присутствует на выходе ЦАПа. И если ЦАП или последующие аналоговые каскады не идеальны, эти две частоты, неважно, ультразвуковая или слышимая ли, могут взаимодействовать, порождая слышимые артефакты. Это и есть AMD. Интермодуляция — это как если два чистых звука смешались и породили третий. Скажем так, грязь в оригинальном звуке. AMD может возникать и в акустике, и в воздухе при очень высоких уровнях громкости 150-160 дБ SPL. Ну, это скорее экзотика. Да. В бытовых условиях основная зона риска – аналоговый тракт, включая динамики и ЦАП, хотя последний, возможно, и в меньшей степени. Именно там нелинейность чаще всего превращает ультразвуковые компоненты в слышимые призраки. То есть ультразвук, который мы хотели сохранить для реализма, может стать причиной грязи в слышимом диапазоне. К сожалению, да, если он не контролируется. И вот здесь вступает в силу AUI-конвертер. Одна из реализованных в нем идей как раз устранить ультразвук, и, следовательно, порожденные им продукты в слышимом диапазоне. В процессе исследований Юрий установил, что отсутствие фильтрации может вызвать слышимые продукты AMD. Решение — это оптимизированный фильтр, который не вредит слышимому диапазону, но аккуратно убирает то, что может вызвать продукты интермодуляции в нем. Это тонкая и ресурсозатратная работа, которую гораздо легче выполнить в отложенном времени перед проигрыванием файла. То есть AUI-конвертер — это про контроль и чистоту на пути к ЦАП? Про стремление к чистоте. Юрий говорит, неслышимый ультразвук вмешивается через интермодуляцию в то, что мы слышим, и мы должны устранить это вмешательство, максимально сохраняя при этом саму музыку. Чистота — это путь к реализму. И еще, идеальный конвертер должен быть абсолютно прозрачным для нашего слуха. Это защита слышимого спектра от нежелательных побочных эффектов неслышного ультразвука. Но достижима ли идеальная конвертация? Полностью сохранить музыку до 20 кГц и полностью убрать ультразвук? Нет, потому что нет сейчас идеальных фильтров. Как минимум артефакты появляются, звон. Зато есть и хорошая новость. Какая? Частота звона линейно-фазного фильтра обычно располагается у верхней границы слышимого диапазона, около 20 кГц или чуть выше. Шанс услышать звон достаточно низок, поскольку спектр такого звона более сосредоточен в области высоких частот, к которым ухо менее чувствительно.
Режим с минимальной фазой не имеет предзвона, но такой фильтр ресэмплинга имеет собственные фазовые искажения, хотя в реализации EUI-конвертер они совсем небольшие. Понятно. Кроме того, чудес не бывает. Меньше звона, плавнее спад по частоте, сложнее добиться глубокого подавления ультразвука или алиасов ресэмплера. Особенно это трудно для записей с частотой дискретизации 44,1 кГц на входе или выходе ресэмплера. Хотя музыка, по большей части, плавный процесс, а это не способствует проявлению высоких уровней звона. А на практике? Что на практике? На практике часть пользователей AOE-конвертер отмечает субъективное улучшение звука при оптимизированной фильтрации. Некоторые из них с удивлением замечают на спектрограмме конвертированных записей отсутствие ультразвука при этом, хотя, казалось бы, нелогично. Это также может говорить о правильности пути уменьшения воздействия ультразвука в реальной аппаратуре. Есть, конечно, и крайние случаи, когда ультразвуковые компоненты порождают заметный по спектру и на слух шум из-за нелинейных искажений аудиосистемы. Не нужно даже что-то там выискивать, выслушивать. Идет отлично слышимый шум. И что с этим делают? Опять оптимизированный фильтр. Удаляют ультразвук, чтобы не было слышимых шумов. Посмотрите видео по ссылке в описании. Значит, всегда лучше удалять все, что выше 20 кГц? Нет. Другие пользователи, наоборот, предпочитают неоптимизированный фильтр. Они считают, что так звук богаче. Здесь, возможно, ультразвук с его интермодуляционными продуктами играет нам на пользу. Или, предположим, это тот самый hypersonic эффект проявляется. Хотя это весьма спорный момент, и версия с интермодуляцией выглядит более приближенной к реальному положению вещей. Однако не все то, что выше 20 тысяч Гц, есть музыкальные гармоники и естественный шум. Иногда в записях наших клиентов встречались и странные сигналы с достаточно высоким уровнем. Интересно. Да, похоже на некие наводки студийного оборудования, но такое, полагаю, стоит точно убирать. Видимо, стоит. Но что делать, если исходный файл, скажем, тот же CD или старый Hi-Res, уже записан без тех самых ультразвуковых обертонов? Как вернуть ему ту самую полноту живого акустического пространства? Ее нельзя вернуть, но можно воссоздать, реконструировать. Это AOE Audio Upscaler, плагин к AOE Converter. Плагин включается в процесс апсэмплинга записей 44,1 кГц CD-формата. Он был создан для тех, кто хочет все-таки ощущать ультразвук, которого нет в исходной записи. Как это работает? AOE Audio Upscaler берет гармонический состав, который есть в слышимом диапазоне, и, исходя из содержимого, экстраполирует, прогнозирует недостающие ультразвуковые компоненты, как могло бы быть в акустической картине перед микрофоном, учитывая то, что ультразвуковые гармоники инструментов очень низки и есть фоновый шум. Восстанавливает полностью, как было. Это физически невозможно. Процесс скорее творческий. Это же вид ремастеринга. И вот как автор плагина объясняет это. AOE Audio Upscaler восстанавливает гармоническую структуру звука, чтобы наше ухо и мозг могли получить более полный спектр информации, стремясь к ощущению, что музыкант стоит прямо перед тобой. Есть такой прием в звукорежиссуре – убрать верха, чтобы отдалить источник звука. А тут мы как бы делаем наоборот. Это же воплощение теории. Мы восстанавливаем не для того, чтобы слышать ультразвук, а для того, чтобы восстановить полный психоакустический контекст, который, как мы ожидаем, даст мозгу сигнал. Это реально. Да, это уже не просто техника, это искусство звука. В этом и заключается суть высококачественного аудио. Оно не просто какие-то цифры, а эмоциональное и физиологическое воздействие, которое заставляет нас верить в звуковую сцену. Подробнее о технологиях можете почитать по ссылкам в описании. Давай затронем еще один парадокс. Некоторые меломаны записывают звучание своих дорогих систем на обычные микрофоны телефона и выкладывают в сеть. И люди пишут:
даже через лосси-звук видео чувствуется, что система живая. Вот как психоакустика объясняет это несоответствие между низкокачественной записью и восприятием звука как дорогого? Здесь работают 3 ключевых механизма. Во-первых, временная точность атаки. Даже недорогой микрофон может зафиксировать момент начала звука, например, щелчка смычка или удара по барабану. Наш мозг невероятно чувствителен к этим миллисекундным деталям. Были научные исследования. Как показали работы Хьюга Фастела и его коллег в Мюнхенском техническом университете, человеческий слух особенно чувствителен к временной структуре начала звука, даже при урезанном спектре. Если атака и относительные задержки между гармониками сохранены, мозг может достоверно идентифицировать инструмент и воспринимать звук как естественный. Но разве сжатие звукозаписи с потерями не уничтожает эти детали? Да, но не полностью. Учтем маскировочные эффекты. Лосси-кодеки удаляют незаметные частоты, но оставляют то, что мозг считает значимым, например, основные гармоники голоса или ударных. Во-вторых, когнитивное предубеждение. Когда мы видим изображение high-end системы в видео, мозг, возможно, докрашивает звук. То есть так называемая жизнь в записи – это иллюзия, созданная мозгом. Не совсем иллюзия, а звук, оптимизированный под слуховые алгоритмы. Например, даже если микрофон телефона не передает частоты ниже 100 Гц, мозг может воссоздать бас по гармоникам выше 200 Гц. Иными словами, даже если колонки или наушники не могут воспроизвести самые глубокие басы, мозг угадывает их по другим звукам. Например, когда играет бас-гитара, ее ноты создают не только низкие частоты, но и более высокие обертоны. Если низкие частоты отсутствуют, мозг смотрит на существующие обертоны и, как детектив по следам, воссоздает в голове ощущение баса. Это работает, потому что мы привыкли, как звучат живые инструменты, мозг просто доверяет своему опыту. Ого. Еще проще объясню. Представь, что ты видишь только верхушку дерева за туманом. Ты все равно понимаешь, что там целое дерево, потому что знаешь, как оно обычно выглядит. Так и с басом. Даже если техника не передает самые низкие звуки, мозг дорисовывает их по другим деталям, которые слышит. Например, по ритму или гармониям. Но это работает только для знакомых звуков, скрипки или рояля. Для необычных тембров эффект пропадает. Критично важно, если атака искажена, например, из-за плохой временной разрешающей способности микрофона, никакое достраивание не спасет. А как это связано с инженерными решениями, например, с ресэмплерами? Юрий Корзунов, разработчик программы AOI Converter, подчеркивает, идеальный ресэмплер – тот, что остается невидимым для слуха. Его задача не улучшать звук, а не нарушать его, сохранить спектр и временную структуру, то есть фазовые соотношения между компонентами звука. Здесь всегда есть компромисс. Линейно-фазовые фильтры ресэмплинга сохраняют временные соотношения между частотами, но могут добавлять легкое эхо к звуку с резкой атакой, перед и после этой атаки. Это следствие их математической природы. Следствие очень крутых переходов между полосой частот, слышимых человеку, примерно до 20 кГц, и полосой подавления ультразвука. А минимально-фазовые? Там есть свои проблемы. Минимально-фазовые фильтры сохраняют форму атаки без предзвона. Звук начинается естественно, без эха до звука, но они искажают фазовые соотношения. И это может повлиять на стереообраз и ощущение воздуха. Хотя справедливости ради скажем, что фазовые искажения качественных фильтров достаточно малы. И да, после удара возникает слабое, быстро затухающее эхо, постзвон. То есть звона становится в 2 раза меньше? Совсем нет. У линейно-фазовых фильтров звон распределен симметрично, до и после импульса. У минимально-фазовых его энергия сосредоточена после удара. Можно сказать, что энергия предзвона перераспределена в постзвон, в тот самый хвост, который воспринимается слухом естественнее.
Получается, нет универсального прозрачного решения. Абсолютной прозрачности не существует, есть осознанные компромиссы. Даже дорогие АЦП вносят житер или нелинейности на уровне минус 120 дБ и ниже. Задача инженера — минимизировать искажения в тех диапазонах, которые мозг использует для реконструкции звука. Например, сохранение временных соотношений в высокочастотном диапазоне до 3-5 кГц важно для узнавания вокала. Это доказали исследования в Массачусетском технологическом институте, опубликованные в начале 2024 года. Цитирую. Ученые из Института исследований мозга имени МакГаверна при Массачусетском технологическом институте, используя новые мощные модели человеческого слуха, определили, что эта точная синхронизация имеет решающее значение для некоторых важнейших способов восприятия нами слуховой информации, включая распознавание голосов и локализацию звуков. Ссылку на статью об этих исследованиях смотрите в описании. Поэтому резюмируем простыми словами. Когда аудиофилы хвалят запись с телефона, они часто реагируют не на качество в техническом смысле, а на сохраненные ключевые маркеры реализма, даже если, грубо говоря, значительная часть частотного диапазона, например, почти весь бас и верхние гармоники, утеряна, но ключевые временные маркеры остались. Ну и, возможно, на воспринимаемое качество влияет внешний вид аудиотехники в видео. В этом и есть магия восприятия. Даже если звукозаписывающая техника далека от идеала, мозг дорисовывает реальность, и звук снова становится живым. Подведем итоги. Если бы ты должна была дать один совет нашим слушателям, которые стремятся к полной картине звука, что бы это было? Мой совет – не забывайте о фазе. Фаза – это время. Время – это реализм. Фильтрация может разрушить временную связь между гармониками. Поэтому ищите аппаратуру и программное обеспечение, которое максимально бережно относится к фазовым характеристикам в слышимом спектре, насколько это технически возможно. Также я хочу сказать, что работа с ультразвуком в том или ином направлении – это, в первую очередь, борьба за чистоту и точность слышимого диапазона или за то, что мы ощущаем, за богатство ощущений. Точно. А ультразвук иногда просто индикатор того, насколько аккуратно работает вся система. Если ваша система способна воспроизвести обертоны до 100 кГц чисто, без каких-либо неблагозвучных продуктов интермодуляции, значит, она, скорее всего, справляется с областью выше 20 кГц. Идеально. А если нет? Тогда придется отфильтровать ультразвук, как это делает, например, оптимизированный фильтр VOE-конвертер. По умолчанию с этого и начинают. А потом уже можно и поэкспериментировать. Дает ли ультразвук дополнительное благозвучие? Все наши беседы — это призыв к осознанности. Отдельно стоит упомянуть, что тема ультразвука спорная, и важно подчеркнуть, что мы говорим о субъективном восприятии. Безусловно, хайперсоник-эффект — это область, достойная продолжения исследований. Мы не говорим, что ультразвук слышен в традиционном смысле. Мы говорим о другом эффекте. Некоторые слушатели ищут максимальный реализм. Для них присутствие ультразвука важно. Цель — достичь субъективного ощущения полноценного и энергичного звука. Поэтому воссоздание ультразвуковых компонент целесообразно. И это можно сделать с помощью таких инструментов, как, например, AUI Audio Upscaler. И это выбор творца своего собственного аудиоопыта. Что ж, мы провели достаточно глубокий анализ. Видно, что Audiophile Inventory не просто пишут программы, а создают собственную философию контроля над звуком. В заключение мой главный совет – не верьте слепо, изучайте научные обоснования и обязательно экспериментируйте сами. Помните, наука постоянно развивается. Внимательно читайте первоисточники. Важен не только финальный результат, но и условия, в которых проводились исследования. Слушайте осознанно. Спасибо за этот увлекательный и глубокий разговор. И тебе спасибо. С вами были Эленора и Алекс на канале Audio Insights. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и, если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями.
До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.